Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Благодарю за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня я подготовила для вас небольшую нарезку финских новостей. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Статистика сексуальных преступлений в Финляндии за 2023 год ясно показывает, что насильники чаще всего это мигранты с Ближнего Востока и из Африки. Количество преступлений возросло настолько резко, что это уже нельзя объяснить исключительно большей оглаской. На первом месте сирийцы, за ними следуют конголезцы и афганцы. Цифра особенно впечатляет, если учесть, что иностранцев в Финляндии менее 9%, а сирийцев 0,19%. В конце 2022 года в Финляндии проживало 10 403 гражданина Сирии. В 2024 году Финляндия приняла из Турции 97 сирийцев в качестве беженцев по квоте. Трехдневная Мюнхенская конференция по безопасности завершилась в воскресенье в атмосфере хаоса и неопределенности. Европа ждала ясности по стратегии США в отношении Украины. Но США пока не имеют четкого плана. Спецпредставитель Кит Келлог признался, что не знает, как Трамп видит прекращение огня. При этом американские и российские дипломаты встречаются в Саудовской Аравии без участия Украины и Европы. Европа разобщена и рискует остаться в стороне, пока США и Россия обсуждают архитектуру безопасности. Президент Финляндии Александр Стуб призвал страны ЕС к единству и предложил план из 3 шагов к миру. Первое – условие прекращения огня. Второе – контроль за его соблюдением. И третье – мирные переговоры с обязательным условием суверенитета Украины. Финляндия предлагает решение, но услышит ли кто-то ее голос, если Европа не имеет единой позиции? Итоги конференции. Европа разобщена, США колеблются, а Васька слушает да ест. Россия продвигает свою повестку. Вопросы безопасности Финляндии становятся все более тревожными. После того, как Трамп стал президентом США, растут опасения, что США, ведущая сила НАТО, ослабит поддержку Европы. И финны снова вглядываются в знакомый треугольник судьбы – Хельсинки, Москва, Берлин. Немецкая восточная дивизия по просьбе Финляндии высадилась в апреле 1918 года в Ханко и способствовала победе белых. Во Вторую мировую войну Финляндия пыталась выжить между двумя диктатурами – Советским Союзом и нацистской Германией. В Зимнюю войну 1939 года Финляндия вступила в одиночку. Потом ее союзником стала Германия. В войне в Лапландии Финляндия воевала против Германии, а за кулисами слышался голос хозяина Советского Союза. Десятки лет холодной войны Финляндия была вынуждена держаться СССР. Но как только в начале 1990-х годов Советский Союз распался, Финляндия быстро вышла из государственных соглашений, заключенных против Германии. В 1995 году Финляндия вступила в Европейский Союз. В 90-х годах в целом политика Финляндии стремилась в Европу. Даже вступление в еврозону воспринималось как шаг к безопасности. Не хватало лишь членства в НАТО. И это удалось сделать, когда Россия начала войну против Украины. С апреля 2023 года Финляндия – член НАТО. В НАТО главным гарантом общей безопасности являются США. Поэтому в треугольник судьбы вместо Берлина занял Вашингтон. После вступления в должность президента США Дональда Трампа новый министр обороны США Пит Хексет сказал в Брюсселе: «Мы здесь также для того, чтобы прямо и недвусмысленно заявить, суровые стратегические реалии мешают США сосредоточиться на безопасности Европы». Пока выводы делать рано, но возникают сложные вопросы. Что есть у Финляндии, если нет гарантии безопасности НАТО во главе с США?
Есть собственная воля к обороне и значительные военные возможности. Есть Швеция, Норвегия и другие скандинавские страны, с которыми отношения теснее, чем когда-либо. Есть Эстония, Латвия, Литва и Польша, которые никогда не обольщались насчет России. Есть, вероятно, есть поддержка крупнейших западноевропейских стран НАТО, Британии и Франции, обладающих ядерным оружием. И есть, конечно же, Германия, крупнейшая из дружественных стран Балтийского региона. Германия возвращается в финский треугольник судьбы. Важность Германии для финской безопасности огромна. И предстоящие досрочные выборы в Бундестаг 23 февраля могут многое решить. Будет ли Германия сильной и надежной? Сумеет ли она модернизировать свою армию? Для Финляндии эти вопросы критичны. Времена меняются, но в одном можно быть уверенным. Роль Германии в безопасности Европы остается решающей. Иногда блогеры выкладывают в YouTube видео в рубрике «Правда о Финляндии» со зловещими видами длинных очередей за бесплатной едой. Но рассказывают они не всю правду. Я дополню их кино и расскажу о том, что остается за кадром. В одном из районов Хельсинки, Мюллепура, тоже длинные очереди за бесплатной едой. Голодающие берут еду и несут ее в туалеты городской поликлиники. Но не для того, чтобы немедленно наесться, трясясь от голода и глотая, не жуя. Нет. Они выбрасывают еду в туалете, разводя там дикий срач. Зимой наваливают харчи по всем туалетам поликлиники, летом бросают в метро. Проблемы существуют столько же, сколько раздают еду. Никакие объявления и обращения не помогают. Поставили даже специальные ящики для ненужных продуктов. Эффект нулевой. Уважаемые клиенты волокут мешки в туалет. Пришлось в дни раздачи увеличить уборку. Это проблема во всех пунктах раздачи еды в Хельсинки. Ненужные продукты оставляют не только в туалетах, но и в метро. Люди могут просто не брать еду, но они все берут и несут выбрасывать в туалет. Голодающие в Финляндии, похоже, зажрались. Один из самых дорогих и престижных районов Хельсинки, Кескитёйле, лидирует по выплате прожиточного минимума Toimeentulotуки от Кела. В среднем по Хельсинки пособие составляло в 2024 году 2556 евро на человека в год. В Кескитёйле 4800 евро. Общий объем выплат пособия по бедности в этом районе составляет около 1 000 000 евро в год. Эксперты полагают, что виноват высокая стоимость жилья. Если жилье слишком дорого, Кела дает 3 месяца на поиск жилья подешевле. Не нашел? Кела может продлить срок поиска, а может урезать пособие на жилье. Плати сам. В районе также расположен дом-приют для особо уязвимой категории граждан. Это тоже влияет на статистику. В общем, заголовок громкий, но получателей пособия в этом районе всего лишь 199 душ. И не сказано, сколько это в процентном отношении. Судя по таблице, есть районы, где процент малообеспеченных значительно выше. Правительство Финляндии в июне планирует поднять НДС на сладости и шоколад с 14% до 25,5%, что поднимет цены на продукцию примерно на 10%. Производитель шоколада Fazer выступает против и заказал заключение у 3 профессоров права. Все 3 профессора считают это нарушением законодательства ЕС, так как похожие продукты, например, мороженое и печенье, сохранят льготный НДС 14%. Это может создать несправедливые преимущества для их производителей. Если налог нарушает нормы ЕС, компании могут предъявить государству иск о возмещении ущерба. Сначала правительство объясняло повышение налога на сладости и шоколад заботой о здоровье граждан. Но теперь в проекте закона признано, что эффект будет минимальным. Главная цель не здоровье, а сбор дополнительных 85 миллионов евро налогов в год. Сейчас правительство изучает отзывы и, возможно, внесет законопроект в парламент.
Файсер грозит, что если правительство не отступится от своих планов, то новая шоколадная фабрика будет построена не в Лахте, а в Швеции. В Хельсинки православные РПЦ в печали. Город отозвал разрешение на строительство церкви в районе Итакескуш. В 2012 году Хельсинки выделил участок в аренду православной церкви приходу святителя Николая, так как прежние помещения стали тесны. Строительство новой церкви началось, но затянулось из-за недостатка финансирования. Кроме того, что приход подчиняется Московскому патриархату, внешний вид храма тоже не всем понравился. Золоченые купола, 45-метровый крест. Скрипя зубы, но участок все же выделили. Средства собирались через пожертвования, кредиты и сборы, но денег не хватало. В 2018 году недострой пытались продать за 2 миллиона евро, но безуспешно. Стройку окончательно заморозили более 6 лет назад, когда банк отказал в кредите. Теперь город построит на этом месте жилые дома. Если кто не в курсе, в Финляндии действуют две православные церкви. Одна РПЦ, которая подчиняется Московскому патриархату, другая ФПЦ, Финская православная церковь, которая подчиняется Константинополю. После 1917 года Финская православная церковь продолжала формально находиться в составе РПЦ, но потом перешла под юрисдикцию Константинопольского патриархата, который даровал ей автономию. Без лишней огласки Финляндия выступила на слушаниях ЕСПЧ по делу о так называемой внешнеуправляемой миграции. Рассматривались 3 дела, связанные с отказами в приеме мигрантов и их насильственной высылке. В первом деле афганцы были вытолканы на границе из Польши обратно в Белоруссию без права подать заявление на убежище в 2021 году. В другом деле в Латвии не приняли заявление от иракских курдов и депортировали их обратно в Ирак в 2021-2022 годы. И третье дело. Кубинцы устно просили убежище в Литве, но их депортировали обратно в Беларусь, несмотря на запрет суда ЕСПЧ. Впоследствии им все же дали временное убежище в Литве. Финляндия настаивает, что внешнеуправляемая миграция, когда страны используют мигрантов для давления на другие государства, должна учитываться в правоохранительной практике ЕСПЧ. Пока суд не использует этот термин, и на данный момент ЕСПЧ подтверждает абсолютный запрет на депортацию лиц, чьи жизни могут быть в опасности. Финны считают, что решения суда должны учитывать новые угрозы, включая гибридное влияние, как в ситуации на границе России и Финляндии. Окончательное решение суда ожидается осенью. Оно может стать прецедентом и повлиять на возможное применение финского закона о выдворении. Таким образом, Финляндия пытается добиться юридического признания концепции внешнеуправляемой миграции, что может повлиять на будущее решение ЕСПЧ. К радости многих родителей Хельсинки вернется к строительству обычных школ с классами вместо новомодных школ по типу офисов Open Space. Я не знаю ни одного человека, который мечтал бы работать в таком офисе. Наверное, поэтому ребятишек решили с измальства приучать к таким условиям работы в шумном балагане, без окон и дверей. В Финляндии успели понастроить множество таких школ с открытыми пространствами или с зонированными стеклянными перегородками вместо традиционных классов с дверями и стенами. Учителя схватились за голову, дети не могут сосредоточиться. Шум и постоянные отвлечения мешают вести урок. В некоторых школах воцарился просто хаос. В новеньких школах начали развешивать шторы, разделяющие, и городить огород из ширм. Кроме того, что очень шумно и активизировалось воровство, возникают вопросы по безопасности. Ведь в случае ЧП там трудно спрятаться. Наконец, после множества жалоб от учителей и родителей, Хельсинки решил больше не строить школ типа Open Space. Будут проектироваться более спокойные и функциональные пространства с возможностью разделения на отдельные классы. Немного об испанских буднях. Россиянка Любовь,
купившая в 2006 году квартиру в Барселоне, столкнулась с шокирующей испанской действительностью. С мая 2023 года агрессивный квартирант не только отказался платить за аренду, но и сдает комнаты ее квартиры по 400 евро, заселяет туда до 10 человек, устраивает шумные вечеринки и, говорят соседи, торгует запрещенкой. Разведенная и без стабильного дохода любовь не может жить в собственной квартире, и она вынуждена ютиться у своего партнера. При этом ей приходится продолжать платить ипотеку, коммунальные счета и налоги, тогда как оккупант избил ее, угрожает убить и требует 3000 евро за выезд. Судебный процесс затягивается. Слушание должно было состояться в июне 2023 года, но его отменили в последний момент, так как оккупант запросил бесплатного адвоката. Теперь разбирательство перенесли на июнь 2025 года. Пока суд до дела, мужчина работает в ресторане, получает пособие по болезни и продолжает наживаться на чужом имуществе. Испанские суды затягивают дела, власти бездействуют, а собственники жилья годами остаются беззащитными перед оккупантами. Диким кабанам здесь, на юге Испании, полюбилась городская жизнь. Не так давно семейство диких кабанов посетило торговый центр в Фуэнгироле. Стадо гуляет по городским лужайкам. На прошлой неделе семья вышла на набережную, обследуя попутно мусорки. Власти собираются отловить незваных гостей и вывести за 100-й километр. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!